Всем панкейк, дорогие друзья! В XVIII веке великий император Петр I столкнулся с проблемой престолонаследия. Он не знал, кого сделать преемником, ведь его старший сын Алексей был обвинен в измене и сослан в тюрьму, а младший сын Петр умер. Боясь, что намечающийся наследник не оправдает ожиданий, Петр издал в 1722 году указ о престолонаследии. Именно этот документ отменял старинную традицию передавать власть от монарха к прямому потомку мужского пола. Теперь монарх мог выбирать наследника по своему желанию. С этого момента все пошло по накатанной и началась эпоха дворцовых переворотов. Давайте рассмотрим 8 основных событий, повлиявших на этот период времени. А перед началом выпуска советуем вам подписаться на канал и поставить лайк на видео. Так вы поможете в развитии нашему каналу, и это позволит большему количеству людей наслаждаться нашими видео. Именно указ о престолонаследии стал причиной начавшейся после смерти императора эпохи дворцовых переворотов, времени, когда власть сменялась путем применения силы гвардейцев или в результате дворцовых интриг. Не было каких-то четких правил наследования престола, из-за чего борьба придворных группировок была постоянна. После смерти Петра I при помощи гвардии и Меньшикова к власти приходит Екатерина I. Именно она создала Верховный Тайный Совет и открыла Академию наук. В 1725 году умер Петр I, так и не воспользовавшийся своим указом. Император не успел назначить наследника, и уже сформировавшиеся к тому времени две противоборствующие группы начали свою борьбу. Силой гвардейцев и князя Меньшикова власть была передана Екатерине I, жене Петра. Когда в правительствующем Сенате шло обсуждение, кого поставить на престол Российской империи, Меньшиков спросил у гвардии ее мнение, и она ответила, что хочет видеть правительницей России Екатерину I. Таким образом, гвардия решила судьбу престола, и с 1725 по 1727 годы Российской империей правила Екатерина I. С одной стороны, Екатерина была замечательным человеком, мудрой женой, но с другой стороны, за время своего правления она, как императрица, никак себя не проявила. Важным событием было то, что она вместе с Петром I открыла Академию наук. Сама она создала Верховный Тайный Совет. Фактическим правителем страны при Екатерине I стал ее фаворит Меньшиков, который стоял во главе Верховного Тайного Совета. За Екатериной I власть перешла к внуку Петра Великого, Петру II. Он постоянно был под влиянием разных групп людей и на пике своей славы заболел и погиб. В мае 1727 года Верховный Тайный Совет, созданный некогда Екатериной в целях получения помощи в управлении государством, передал власть Петру II, внуку Петра I, сыну царевича Алексея, которого обвинили в измене. Мнения высшей аристократии, гвардии, птенцов гнезда Петрова сошлись на том, что следующим правителем должен быть Петр II, который стал императором Российской империи в возрасте, не достигшем 12 лет. Меньшиков решил, что именно он сможет контролировать подростка. Первое время Петр II находился под фактическим его влиянием. Он задумал женить Петра на своей дочке Марии Александровне и таким образом породниться с царской властью. Но на пике своей славы Александр Данилович заболел, и власть из его рук перешла к старой родовой аристократии. Голицыны и Долгорукие быстро уговорили Петра II не учиться, а вести разгульный образ жизни. После того, как Меньшиков выздоровел и попытался повлиять на Петра, его отправили в ссылку в Сибирь, в город Березов. Петр II до 1730 года оставался под контролем аристократической знати. Его попытались женить во второй раз на Екатерине Долгорукой, но за некоторое время до свадьбы Петр II заболел и очень быстро умер. После смерти Петра II Верховный Тайный Совет после обсуждения выбрал Анну Иоанновну Курлянскую в качестве нового правителя. Он выставил ей кондиции, но последняя переиграла их и уничтожила. Буквально. После смерти Петра II Верховный Тайный Совет собрался на заседание, чтобы решить, кому отдать власть. Прямых наследников престола не было, но у Петра Великого было две дочери – Елизавета и Анна. Однако их не рассматривали в качестве наследниц. Тут Верховный Тайный Совет вспомнил, что у брата Петра I, Ивана, было 3 дочки, одна из которых, Анна Иоанновна, жила в Курляндии и была вдовой. Верховный Тайный Совет решил избрать Анну Иоанновну императрицей России, предварительно составив для нее кондиции, которые ограничивали ее власть. Сначала она подписала эти кондиции для того, чтобы выбраться из Курляндии и получить место императрицы в России. Но когда императрица приехала в Россию, она увидела, что гвардия и широкие дворянские круги против того,
того, чтобы страной правили верховники. Она при всем высшем окружении разорвала кондиции, тем самым показав, что отказывается от ограничений, навязанных ей Верховным Тайным Советом. Таким образом, она правила, как и предыдущие императоры, самодержавно. Анна Иоанновна правила Российской империей с 1730 по 1740 годы. Она расправилась с Верховным Тайным Советом и упразднила его. Голицыны и Долгорукие подверглись репрессиям. Характерным для времени правления Анны была так называемая Бероновщина – засилье немцев в государственном управлении по имени фаворита императрицы Берона, который был ее соправителем. Они занимали все главные государственные посты. Миних стоял во главе армии, Остерман был во главе кабинета министров. Императрица очень любила развлекаться вместе со своими фаворитами-немцами. На все эти развлечения собирались большие налоги с российского населения. На закате жизни Анны Иоанновны власть перешла к Анне Леопольдовне, но правительница поменяла свое мнение, и власть перешла к сыну Анны Леопольдовны, Ивану Антоновичу. Он управлял страной под регенством Берона. Анна Иоанновна оставила российский престол своей племяннице Анне Леопольдовне, но Анна Леопольдовна в конце жизни Анны Иоанновны не угодила ей, поэтому власть перешла к сыну Анны Леопольдовны, недавно родившемуся Ивану Антоновичу VI. Регентом Ивана VI стал Эрнст Иоганн Берон. Далее события развивались стремительно. За один год произошло 3 дворцовых переворота. Почти сразу после смерти Анны Иоанновны некогда всесильный Берон был свергнут переворотом Остермана, который захватил ненадолго верховную государственную власть в России. Но вскоре Остермана сверг с престола Миних, который привел к власти Анну Леопольдовну, которой не было дела до государственного управления. Она, так же как и Анна Иоанновна, опиралась в управлении страной на немцев. Между тем, за ее спиной вырос новый заговор. В итоге Анна Леопольдовна и Иван VI правили Россией всего с 1740 по 1741 годы. 1741 год – год начала правления дочери Петра I Елизаветы Петровны. Свергли Анну Леопольдовну, которая стала регеншей Иоанна в ходе дворцовых интриг после свержения Берона. Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, оказалась втянута в заговор, причем с участием иностранцев, против Анны Леопольдовны и Ивана VI. Опираясь на гвардейцев, имея их мощную поддержку, Елизавета Петровна с легкостью осуществила государственный переворот и свергла Анну Леопольдовну и Ивана VI. Елизавета I правила с 1741 по 1761 годы. Она любила балы и развлечения. Ее любимыми фаворитами были Разумовский и Шувалов. При Елизавете были войны, победы, попытки некоторых реформ, и в то же время в последние годы жизни часто болевшая императрица могла месяцами не встречаться с дипломатами, министрами и другими государственными чиновниками. Елизавета Петровна избавилась от Бероновщины и прогнала всех немцев из верхов управления государством, открыла снова туда дорогу русскому дворянству, что сделало ее героиней в их глазах. В 1761 году, после смерти Елизаветы Петровны, править стал слабый и бледный Петр Федорович, Петр III, внук дочери Петра I Анны, супруги герцога Гольштейна. Его правление оценивается как негативное. В 1761 году Елизавета Петровна умерла, и на российский престол взошел ее племянник, сын Анны, второй дочери Петра Великого, Петр III, так как законных мужа и детей у императрицы не было. Этот император правил в стране меньше полугода. О Петре III сохранились противоречивые, но чаще всего негативные отзывы. В России его считали не патриотом, так как он опирался на немцев, глупым человеком. В конце концов, в раннем детстве Петр воспитывался как претендент на престол Швеции, а не Российской империи. В июне 1762 года Петра III свергла собственная жена, будущая императрица Екатерина II. С ней началась новая эпоха русской истории. Именно правление Екатерины II заканчивает эпоху дворцовых переворотов, а неопределенность в передаче власти закончилась с принятием Павловского закона о престолонаследии. Эпоха дворцовых переворотов сильно повлияла на страну и сильно потрясла все ветви власти. Почти 30 лет страну терроризировали перевороты и интриги. К счастью, с приходом Екатерины II все нормализовалось, и это безумное время закончилось. Как вы считаете, какой из перечисленных правителей внес больший вклад в становление России? Напишите в комментариях. С вами был Панкейк. Всем панкейкного настроения и до новых встреч!